Не, вот так надо сделать. О, всем здорово, всем привет. Так, я чувствую, там еще какая-то реклама втиснулась. Но мы же рекламу пропустим, наверное, да? Так, значит, всем здорово, всем привет. Кто не в курсе, еще раз покажу, значит, небольшой нюанс. Что у нас есть на форуме такая, не на форуме, на канале такая штука. Так, стоять не туда нажал. Открываем рабочий стол. Открываем сюда. Вот, видите, есть видео, плейлисты, главное, сообщество. Перед видео, хотя бы там, не знаю, дней за 5, за 6, перед предполагаемым стримом, открываем, выкладывается. Вот такая вот, значит, закладочка. Выбираем очередной стрим, на какое число, какое время начинается. И, соответственно, голосуем за следующий стрим. Смотрим, на какое число. И обязательно не забываем вот про это. Как я уже говорил, чем больше вижу донатов, тем больше вы получаете информации. Ну, это же понятное дело, да, но это уже как бы детали. Что ж, пожалуй, вернемся, значит, к нашему стриму. Итак, стрим у нас сегодня, судя по голосованию, с питанием разобрались, диагностика иммобилайзера. Да, кстати, вот еще не забывайте зайти, это ссылка на наш сайт. Это ссылка на нашу группу в Телеграме, основную, а не по серверам. Кстати, по серверу, по файловому завтра планируется вроде как тоже беседа там, скажем так, какие-то нюансы, что-то расскажем. Не завтра, послезавтра, в пятницу. Вот. Но об этом будем говорить потом. Вот это ссылочка на наш форум, это на ВК и это на Инстаграм. В Инстаграме, скажу честно, ловить пока особо нечего, но это детали. Все, ладно, пожалуй, вернемся к нашей сегодняшней теме. Значит, вот на этой вот чудной доске я буду рисовать какие-то зарисовочки делать. Ну и, соответственно, что-то буду показывать вживую здесь и так далее. Так, давайте поздороваем сразу. Так, Роман, приветствую. Сергей, приветствую тоже. Дмитрий, доброго вечера. Бадро, добрый вечер. Богдан, сколько лет, сколько зим. Это самое, в гости как-то ездил, тоже приветствую. И Юра, приветствую. Вот, поздоровались с теми, кто у нас там сбоку. Во время стрима не забывайте о такой вещи. Вот здесь вот сбоку тогда пишите, у кого будут возникать какие вопросы по этой теме. Еще раз вернусь, значит, к нюансам, к моментам важным. Сегодня мы говорим про поиск неисправности, не по ремонту пока еще, а конкретно по поиску неисправности. Левозанов тоже привет. Александр привет. Андрей тоже привет. Сегодня мы будем говорить конкретно по диагностике иммобилайзеров. Как найти причину. Почему мне эта тема интересна, чтобы вы увидели ее на канале. Я расскажу, какая бывает сейчас ситуация. Об этом я уже говорил тоже не единожды, но, наверное, повторюсь. Бывает, приходит блог, в котором говорят, надо отключить иммобилайзер. Я, добрейшей души человек, его отключаю по просьбе человека, отправляю блок обратно, машина как не заводилась у него, ни хрена так и не заводится. Почему? Потому что дело было абсолютно не в иммобилайзере. Поэтому диагностику старайтесь все-таки делать. Почему? Все-таки убеждайте, что дело в иммобилайзере. Давайте сначала сделаем небольшую зарисовочку. У меня от спина немного троху еще не прошла полностью, на улицу особо не хожу. Поэтому крутиться буду немножко медленно. Вот, буду вставать. Итак, что у нас есть по себе иммобилайзер? Вот у нас есть блок управления двигателя. Вот так его назовем, да? От него у нас идет иммобилайзер, блок, да? И от него у нас идет кольцо. Так, кольцо. Бывает, кольцо физически не используется, а используется уже... так, кто там что написал? Привет, Арик тоже. Бывает, используется, в принципе, по сути, обычная катушка индуктивности, либо что-то принимающее. По сути, не обязательно вставлять в него ключ, бывает уже в новых машинах, в смарт-ключи и так далее. Но это уже отдельная история и, в общем-то, сам ключ.
сам ключ у нас вот такой вот чудненький ключ, представим его такой, и в нем у нас есть такая вещь под названием трансподер. Назовем его буквой Т. Что у нас получается по сути? Мы включаем зажигание, у нас питание приходит сюда, питание приходит сюда. Значит, что у нас происходит? Кольцо, сам блок иммобилайзера дает запрос на кольцо сюда. Чик. Кольцо считывает данные с трансподера непосредственно и передает, говорит, да, это мой ключ, все в порядке, заводиться можно. Мозги, соответственно, блок управления двигателя спрашивают у мобилайзера, ну, ключик-то получил. Сначала они, точнее, здороваются с ним, говорят, ты тот иммобилайзер, с которым я привык, или кто-то другой, левый совершенно. Он говорит ему, да, я твой родной друг, с которым нас в свое время сделали синхронизацию. Отлично, тогда расскажи мне, он опять ему спрашивает, а трансподер, вот этот ключик, вставлен родной наш, или вообще какой-то левак в нас сунули? Он, конечно, делает вот этот запрос, о котором я сказал, получает ответ, да, родной. И, соответственно, мозги, уже зная, что иммобилайзер родной, получают от него тоже разрешение на запуск. Как у нас может эта картина выражаться? Как может происходить блокировка иммобилайзера? Да, кстати, упомяну также, что... Приветствую, Сергей, тоже. И Заур тоже приветствую. Вот, значит... Повторюсь также, что в некоторых автомобилях, допустим, если взять старые Крейслера, да в принципе и не только их, можно затронуть, наверное, некоторые роверы, да в принципе перечислять машины не буду, значит, происходит у нас блок иммобилайзера вмонтирован, ну, в принципе, он во многих машинах монтирован в блок БСИ, это бодик, значит, блок управления самим непосредственно кузовом, но ключ у нас не считывает, а принципом полученного этого сигнала является центральный замок, можно сказать так. То есть мы нажимаем на пимпке кнопку, открываем центральный замок, и это уже является разрешением для запуска. То есть трансподера в данной ситуации нету. Ну, пожалуй, эту тему мы пока трогать не будем, пока будем работать непосредственно, изучать вот эту тему. Привет, Мажест 72 тоже, Сергей тоже. Сергей Андрович, ну ничего, с хорошими людьми можно много раз поздороваться. Вот, значит, допустим, у нас машина не заводится. Какие могут быть блокировки на незаводку? Самые распространенные: машина заводится и сразу глохнет. Значит, мы заходим в диагностику. Если у нас далеко не полный диагностический прибор, который будет неверно показывать, не полностью всю информацию, которую мы, например, сможем зайти только в блок управления двигателя, далеко не факт, что будет написано, что блок управления двигателя заблокирован. Мы можем для этого, в общем-то, и хорошо использовать что-то более подробное, чем просто ELM 327. Ну, конечно, не будем трогать программу ForScan и Форды, ну, некоторые еще программы более прокачанные, которые работают нормально с ELM. Нам надо информация, которую мы можем получить не только из блока управления двигателя, но и из других блоков. Допустим, что у нас нету нормальной диагностики. Мы видим, что в блоке управления двигателя все отлично, все красиво. Другие блоки, в блок иммобилайзера и бодик зайти мы не можем. Именно поэтому я расскажу, что делать в таких случаях, чтобы не было накладок, в общем-то, опять никаких. Что может быть? Опять же, может блокироваться, допустим, во французах самые частые Citroёn и Peugeot, у нас блокируются обороты двигателя. То есть фактически что получается? Мы стартер крутим, в блоке управления двигателя мы не видим оборотов двигателя. Ну, как будто вы крутите стартер. Привет, XXX. Значит... Народ обычно по неопытности своей кидается менять датчик коленвала, кидается менять проводку, приписывает мозги, и все с этим связано. Это абсолютно не так. В принципе, в некоторых французах, мы даже можем, да не только во французах, можем вообще не увидеть показания внутри двигателя. Привет, Андрей, тоже. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что, значит, в первую очередь, когда мы не видим показаний датчиков, не видим состояний и так далее, необходимо проверить все питания. В
первую очередь проверяем все питания. Привет, Армен. Значит, что для этого надо? Ну, для этого мы уже говорили об этой теме на одном из стримов, где проверка идет, разговор идет о проверке питания. С помощью нагрузочной лампочки там какой-нибудь и тестера проверяем, что у нас приходят все питания. После этого мы проверяем вот эти вот чудные связки, о которых я говорил. Значит, вот это может быть одним проводом, связка между блоком управления двигателя и иммобилайзером, может двумя по кану передаваться. Это опять же в каждой машине все по-своему. Связка с кольцом тоже, в общем-то, может стоять и как в самом блоке иммобилайзера, так и отдельно. То есть вот живой пример. Это блок иммобилайзера, который разнесен. То есть у нас получается вот сюда вставляется кольцо, одевается, сюда идут провода на блок управления двигателя. Видите, там их у нас получается 8 контактов. То есть это у нас постоянное питание, питание, которое приходит по зажиганию. Тут у нас также может быть блокировка стартера, как любят делать во Фордах и, в общем-то, в некоторых других автомобилях. Так, приветствую, Александр, привет, C4R Fast Garage, приветствую тоже. Вот, значит, ну вот такой вот блок, это такой вот иммобилайзер. Бывает также, что этот блок иммобилайзера одет на самом замке стоит. Это нет, это не от Жили, хотя в Жилике стоит такой же, это от Саманда блок иммобилайзера. Вот ключик, кстати, от него чудный такой, отсюда, напротив камеры, логотип его Саманда этого, коняга такой. Вот, значит... Там такой же, кстати, стоит в Жиликах, там проц Моторола внутри стоит. Так, продолжим, значит, бывает такое, что стоит кольцо и просто разъем на кольце. Бывает такое, что стоит кольцо и на нем вроде бы стоит платка маленькая, но это не обязательно, что будет стоять иммобилайзер. Эта маленькая платка может являться на самом деле усилителем, просто усилителем сигнала, чтобы сигнал более качественно доходил уже от блока иммобилайзера до антенны, точнее от антенны до блока иммобилайзера. То есть возможно также такие варианты. Вот, значит, Вадим, приветствую. Да, иранская машина, кстати, мерсовский. Ну, на мерсах некоторых тоже стоят, что-то похожее есть, в общем-то, да. Что-то есть на спринтеровский похож, да, в принципе, не только на спринтеровский. Так, значит, по иммобилайзеру, самому блоку, надеюсь, понятно. Давайте теперь пройдемся по ключам. Да, бывает еще блок иммобилайзера. Бывает вот в такой чудной коробке. Бывает стоит в блоке BSI, в бодике. Комфорт-модуль он же некоторыми называется. Называется по-разному. К сожалению, сейчас не покажу. По наличию нету. Нечего показать сейчас. Ну и ладно. Вот, это расскажу проще, если не в курсе, блок, где стоят предохранители, ну и в салоне, которые, ну я думаю, это знают и так многие. Значит, бывает в некоторых машинах, если брать, например, баги, форды некоторые, он стоит в приборной панели блока иммобилайзера. Может также там стоять. Вот, также, где он еще может стоять? Да, в принципе... Наверное, это мы прошлись по основным блокам. Если я вдруг кого-то забыл из блоков, можете написать внизу. Нет, сейчас вот слева напишите, вот там вот, где у нас идет текст, переписка. Значит, что нам надо при диагностике иммобилайзера? Как я уже сказал, самое, с чего стоит начать, первое, это проверка всех питаний. Обязательно надо проверить, приходит ли питание по включению зажигания. То есть мы включаем зажигание, у нас питание появилось. Выключаем, уходит. Обязательно необходимо... Так, Тита... Да, бывает на самом кольце, я же говорил, да. Бывает иммобилайзер и на самом кольце. Также, значит, в первую очередь проверяем все питания. После этого проверяем, о чем я говорил. Вот эти вот чудные связки между кольцом иммобилайзером и сюда. Но перед, значит, проверкой кольца самая простая тема, как я уже снимал видео, есть очень полезный инструмент. Стоит он на самом деле крайне недорого, но можно сделать его и самому.
А что для этого надо? Вот такая вот чудная штучка. Это, по сути, светодиод. Ссылка на него, кстати, китайцев есть внизу под видео, под многими, и на нашем форуме. Приветствую, Андрей. Проверить накачку. Правильно, грамотно сказал. Я вот про это и говорю сейчас. Вот это кольцо предназначено для проверки накачки. Что мы делаем? Видео, там обзор этого кольца, как оно есть на канале, как оно работает. Но, пожалуй, я все-таки расскажу, чтобы вам долго не искать. Значит, одеваем на замок сверху вот это кольцо чудное, вставляем ключ, включаем зажигание. Что у нас может произойти с этим чудным светодиодом? Батареек тут нету, это намного проще. Он может вообще ни разу не мигнуть. Он может мигнуть 1-2 раза, 3 максимум, и погаснуть, и может начать мигать не переставая. Значит, как отличить, значит, вот этот принцип мигания? Что это значит? Значит, что это значит? Если он мигнул 1, 2 или 3 раза, значит, получил ответ от ключа. То есть, грубо говоря, у нас на это кольцо пришел, значит, запрос. Он получил этот ответ и передал его обратно блоку управления двигателя. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, во-первых, на блок иммобилайзера, вот на этот вот, питание пришло. Это уже хорошо. То, что блок иммобилайзера дал запрос вот на это кольцо, и то, что он получил, это говорит о том, что он мигнул 1, 2 или 3 раза, грубо говоря, и получил ответ. Все, отлично. Значит, питание здесь уже проверять не надо. Значит, вот эти провода у нас целые. Значит, вот эта катушка у нас целая. Отлично. Давайте теперь представим картину, что он вообще не мигнул ни одного раза. Если он не мигнул ни одного раза, это у нас может говорить о чем? Это может говорить о том, что это кольцо неисправное. По сути, обычная катушка индуктивности. Как ее проверить? Снимаем, звоним тестерам. Но стоит также, в общем-то, отнестись довольно внимательно, потому что тестер может сопротивление показывать значительно меньше заявленного. В каждой машине, причем, повторюсь, сопротивление довольно свое может быть, отличаться. Ну, там отличия могут быть от 3 Ом минимальное, я знаю, и где-то Ом до, наверное, до 30 я встречал сопротивление. Но, опять же, лучше проверять для каждой машины отдельно. Почему? Потому что у нас тут обычная катушка с проволоки состоящая, которая находится в лаковой таком покрытии изоляции. И со временем бывает этот лак выкрашивается и получается межвитковое замыкание. То есть по факту уже сопротивление будет меньше, чем положено. Соответственно, у нас может быть плохой контакт здесь, и сопротивление, наоборот, будет больше, чем положено. Соответственно, он вроде бы будет звониться, но это, опять же, не ответ. Поэтому было бы хорошо знать, какое сопротивление есть, должно быть в этой машине. Для этого у меня, в общем-то, я записываю в тетрадку, что и вам рекомендую, где я записываю, когда нормальное сопротивление в катушке, какое оно должно быть на такой машине. То есть, когда ко мне приходит такая же машина, я уже знаю, какое у нее должно быть сопротивление. Это мне очень сильно помогает, чего и вам советую. В общем-то, если необходима эта информация, мы можем тоже с вами поделиться. Только не забывайте, пожалуйста, про донаты, потому что мне надо заинтересованность с вами делиться этим. Вот, ладно, продолжим, пожалуй, дальше. Значит, что у нас получается дальше? Если не мигает, понятно, да? Значит, либо нету питания на сам блок, либо проблема вот с этой проводкой, с этими проводами, либо проблема с катушкой. Теперь давайте, допустим, представим такую ситуацию, что она у нас начинает, вот это вот чудное приспособление, мигать все время не переставая. Это говорит о том, что блок иммобилайзера не может получить ответ от этого трансподера. То есть он спрашивает, он говорит, не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Вот, по результату он спрашивает, но ответа так и не получает. Бывает такое, что 10 раз мигнет, 15 раз мигнет, и по сути, в общем, говорит, пацаны, извините,
что я буду у вас спрашивать, когда вы мне ничего рассказать не хотите, да? Больше я не буду спрашивать. Ну, как видите, это он тогда вот то, о чем я говорил. Если там 2-3 раза мигнет один, то это вообще классно. Если он мигнет там раз 10, 15 там и погаснет, сами понимаете прекрасно, ответа нормального он не получил. Но, немаловажно, если он мигнул 1, 2, 3 раза, и машина все равно имеет проблему с иммобилайзером, это не факт, что у вас все в порядке здесь. То есть у вас в проводке, значит, все в порядке. Вот в этих участках кольцо в порядке, иммобилайзер получил, трансподер стоит в ключе, но не факт, что все в порядке с программным обеспечением. То есть у нас блок иммобилайзера спросил у ИМа, говорит, что там за ключ, говорит. Има говорит, сейчас спрошу, спрашивают, к ИМа, например, ключ подходит, да, либо ключ не подходит к ИМа, такой вариант тоже возможен. Ну, он узнал, это не мой ключ, думает, блин, ну да и хрен с ним, это не мой, зачем я у него второй раз, третий буду спрашивать. Я уже получил от него ответ, что это не мой ключ. Все, мне достаточно. То, соответственно, он 2-3 раза мигнул. Но может быть тогда ситуация, что в самом иммобилайзере у нас получен неверный ответ, и он уже знает, говорит блоку управления, это не мой ключ, говорит, не будем заводиться, да, либо нет синхронизации между этими двумя блоками. То есть он получил ключ, говорит, да, блин, это мой ключ, все в порядке. Он говорит этому блоку управления двигателя, говорит, это наш ключ, это вот такой вот четкий ключ, давай заводиться. А блок управления двигателя, когда у них синхраз летел, говорит, а ты кто вообще такой, что ты мне его суешь, говорит, я тебя не знаю. Не знаю ни тебя, ни этого ключа. Шли бы, говорит, лесом, и заводиться я, говорит, не буду. Вот, это происходит, если брать, например, машинки, ну, к примеру, Мерседесы, у них Форды те же некоторые, BMW, наверное, некоторые можно цепить. У некоторых машин бывает такая волшебная тема, как плавающий код. То есть один раз один код дает, второй раз другим кодом отвечает. Соответственно, бывают проблемы, когда уходит синхронизация, либо просевшее питание, это самая частая проблема, либо на одном из блоков где-то питание гуляет. То есть у нас происходит картина какая? Сюда питание пришло, да? Он спрашивает у этого. Они уже поменялись кодом этим первым. Этот получил код от ключа, от этого все положено. И от этот код приходит сюда. Он говорит, блин, питание, например, пропало с блока управления двигателя. Начинаем крутить. Плохое реле, плохая проводка. Да пофиг что. То есть получается, код отправлен. Они уже вдвоем должны поменять коды, да, свои, а меняют у второго другой, и они думают, а это кто такие? Ага, да, Павел, это я про BMW, про Мерседесов, про некоторых рассказываю. И они думают, блин, пацаны, а кто вы такие, говорит, я этого кода не знаю, что я тут вообще буду вам давать право заводиться, говорит, не будет машина заводиться, пусть стоит дальше, разбирайтесь с вопросом. Подобного рода, ну так, косвенная ситуация происходит, например, у тех же жабоедов, у Хонды. Сейчас с Хондами этот вопрос, привет, кстати, мистер Оскар, вот, у Хонды сейчас они пошли с этой проблемой очень часто, из-за просадок по питанию. У нас что происходит? У нас тупо, значит, вылетает у французов Citroën, Peugeot, здесь у нас блок БСИ, грубо говоря, в нем слетает дам прошивки, то есть он становится, ну, девственный, новый как с завода, либо там появляется вообще какая-то помойка. Поэтому он тоже перестает узнавать, значит, и ключа, и иммобилайзера, он не знает, кто это такие. Ну, соответственно, так, мне уже тут понаписали, а я что-то сижу, говорю, что-то разошелся. Так, Павел, да, добрый вечер. Так, это у меня эфир прерывается. Нет, вроде нормально идет. Я не знаю, может интернет у меня не очень. Если постоянно горит, это тоже делает постоянный запрос. В некоторых машинах, то я скажу еще такой момент. В некоторых машинах их не так много. Я даже не скажу, какие модели сейчас навскидку. Значит, бывает постоянный запрос во время всей езды. Но это такого рода машин крайне мало. Да, кстати, лайки не забываем туда вот. Не, вот туда вот снизу.
Ну и вот донаты тоже, да, если хотите. Много-много полезной информации. Там вот доллар нарисован. Если с доллара тяжело, на телефон можете МТС Беларусь класть. Номер, наверное, все знают. Вон тоже слева написан, вот там вот. Ну или на Тиндекс класть. Вот, значит, какие бывают, по иммобилайзерам разобрались. По этому самому, по блокам управления у нас будет отдельная тема диагностики, по ней пройдемся. Ну, касаемо иммобилайзеров, я думаю, понятно. Да, кстати, в некоторых машинках иммобилайзер может, я забыл еще сказать, вот упустил одну модель. Например, если взять Акроса, Аттега, да не только их, в принципе, блок управления стоит блок иммобилайзера стоит в самом блоке управления двигателя, то есть внутри в нем самом либо отдельная микросхема, либо. Вот, кстати, взять, к примеру, пыжика старого, помните, была такая с клавиатурой чудной, где клавиатурой надо было код вводить. Помню, по самому началу, там Motorola, Proц, как я с ней боролся, пытался выдрать из нее пин-код с этой машины. Долго мучился, ни хрена не получалось. А в чем оказалось дело? А дело оказалось до ужаса банально, потому что иммобилайзер, сам пин-код находился также в блоке управления двигателя. Вот такая вот чудная история была. Итак, значит, допустим, если у нас мигает много раз, я думаю, тема вам уже немножко понятна. То есть проверяем, если много раз, проверяем, значит, правильный ли ключ, вот этот вот. Ну, до этой темы мы сейчас вернемся, если много раз. Если не мигает вообще, значит, проверяем кольцо, потому что, может быть, его не накачивает. Проверяем проводку до ИМА. Ну, тут я написал, что он в БСИ, но может быть не в БСИ, поэтому я сотру вот эту надпись чудную БСИ. О, видите? Блин, классная, доска купил. Четко. Пальцем стираешь, пальцы чистые. Во, огонь. Вот, значит. Прикиньте, первый раз я вообще рисовал на пленке на этой доске. Не мог понять, почему нифига не стирается. Ну ладно, это детали. Продолжим. Проверяем питание на блок иммобилайзера и проверяем связку его с блоком управления двигателя. Вот, это если не мигает вообще. Если мигнуло сколько-то нужно раз, но все равно проблема с иммобилайзером не заводится, там заводится, глохнет, еще какая-то хрень, ну, понятное дело, если проблема с иммобилайзером, а не там с насосом или с датчиком коленвала, с тем же по факту. Проверяем, в общем-то, связку также с блоком управления двигателя, делаем диагностику блока управления двигателя. Если у нас происходит картина, значит, оно сделало что? Мигнуло много раз, но правильного ответа не получило. Это говорит о чем, если много раз? Значит, вот эта система у нас предположительно косвенно рабочая. Так, сейчас что-то написали. Видео по проверке шины КАН. Просаживался сигнал, в результате чего периодически возникает ошибка старт error. Хотя установлена обманка. Про шину КАН, кстати, вот. Сейчас, вот даже сейчас про эту тему расскажу, потому что я это упустил. Проблема по иммобилайзеру может быть какая? То есть возьмем, значит, нашу систему. Допустим, что у нас эти блоки разговаривают по шине КАН. Как я уже говорил, значит, в первую очередь, что необходимо? Бывает такое, что проблема, и все равно вылазит при заводке тот же Mercedes, например, Start Error. Это может говорить о чем? Что вот эту шину КАН, я сейчас давайте напишу, чтобы не было путаницы. Допустим, нифига, они в две стороны работают тогда. Ну, так и сделаем. Допустим, КАН High и КАН Low будет, то есть высокий сигнал и низкий уровень сигнала. Про шину КАН я сделаю отдельное видео, если вам интересно, потому что тема довольно обширная. Может быть, затронем еще КАН-анализатор при шина КАН в этой системе. Тогда мы, пожалуй, цепим до этой системы и другие блоки. Да? Допустим, у нас здесь будет висеть АБС, который тоже работает по системе, по шине КАН. Здесь у нас может быть кондиционер. Блин, а как кондиционер? Air
C назовем, да. Здесь у нас может быть также коробка автомат, блок. Да, в принципе, тут у нас может висеть практически любой блок, который подключен к самой системе. Это о чем говорит? То есть у нас пошел этот провод сюда, этот провод сюда. Вот сюда же, к этой шине у нас подключен этот блок и этот блок. То есть у нас, получается, все блоки висят, грубо говоря, на этих двух проводах, на так называемой этой шине CAN. Это говорит о чем? Ну да, LIN бывает также, WAN еще бывает, связь между блоками, поэтому надо смотреть конкретно, открывать схему и смотреть, какие блоки в данной машине висят непосредственно на той связке, которая включена в работу иммобилайзера, включена в работу блока управления двигателя. То есть в эту именно связку, кто висит на этом. Что нам необходимо делать? По правильному сначала меряем сопротивление. Значит, между проводами этими чудными 120 Ом может быть 60. Опять же, это все зависит от того, висят на хвосте терминаторы или нет. Но про это я расскажу вам отдельно. При заводке вот эту всю связку может высаживать любой из этих блоков, которые висят. Самый простой вариант вызванивать отдельно каждый блок. Кстати, вот в Мерсах, да не только в Мерсах, часто бывает такой косяк, что все эти блоки, да в принципе не только в Мерсах, как я говорю, допустим, у нас приходит блок управления двигателя, идет не через эту связку, а идет в АБС, так, во многих машинах. А уже с АБС, то есть он вот здесь вот нету связки, видите, да, я уберу. Заходит, блок управления двигателя стоит под капотом, заходит в АБС, а с АБС уже другими проводами выходит и пошло на эту шину данных. Это говорит о чем? Что если у нас, например, есть какая-то проблема с блоком АБС, с питанием блока АБС, то я просто привожу пример, я не говорю, что у нас именно с блоком АБС конкретно проблема. Просто я привожу пример сейчас по конкретно этим машинам. Это говорит о чем? Что у нас, когда мы, например, крутим стартера, происходит провал вот здесь вот в этом чудном месте, и у нас, получается, связывался блок управления двигателя с иммобилайзером через АБС. И все, и здесь у нас получается маленький Жопскин. Он теряет вот именно на этом самом блоке АБС связь и с этим, и с этим, и с этим. До этого что хорошо? Для этого мы запускаем диагностику по всем блокам. И для того, чтобы проверить вот эту шину CAN, хотя бы косвенно так поверхностно, мы видим, во многих блоках будет висеть ошибка. Нет связи с таким-то блоком, нет связи с таким-то блоком. Хотя эти сами блоки могут выходить на связь, потому что на диагностический разъем у них может быть свой провод, который не завязан с этой шиной CAN, либо выведен, как вот уже говорили немножко раньше, немножко иначе. Значит, это говорит о чем? Смотрим, допустим, все, ну, к примеру, все блоки у нас не видят блок управления двигателя, да? А видят, причем включая АБС. Смотрим по схеме, где у нас идет эта связка. Например, если это АБС, то будут либо эти провода, значит, виноваты, либо сам блок АБС. Допустим, у нас все блоки не видят блока БСИ там, или иммобилайзера. Значит, обрыв у нас где-то будет здесь. Но он сам будет тоже, в нем будет висеть ошибка, что он не видит остальных блоков. Собственно, таким примером можно найти хотя бы примерно, где находится обрыв, либо на каком блоке у нас не приходит питание. Это вот если немножко брать по шине CAN, о чем спросили. Вот такой-то, в общем-то, вот такой вот, в общем-то, нюанс. По шине CAN мы еще пройдем более детально, углубимся. Значит, надеюсь, пока понятно. Итак, сейчас мы тогда вернемся к ситуации, когда, допустим, у нас ключ, кольцо начинает мигать постоянно. Если кольцо начинает мигать постоянно, все-таки необходимо, чтобы был какой-то, более-менее писалка-читалка ключей. Лучше брать, конечно, что-то новое, потому что, например, тот же Z-Bull, во-первых, он великоват, во-вторых, его с собой не всегда удобно носить. Много места занимает. Как пользоваться Z-Bull я уже показывал, но думаю, в общем-то, будет интересно
есть видео, и будет у нас отдельная еще тема по Zedbull. По Tango у нас было видео с вами абсолютно недавно, но покажу, пожалуй, как это делать. Включаем зажигание, так, никакое зажигание, уже зажигание, говорю, включаем, прикиньте, да. Так, программку сейчас запущу. Танго. Вот, запускаем программку Tango и переключаем на рабочий стол. Так, сейчас разверну на весь экран, пожалуй. Ну вот, смотрите, значит, вставляем ключик. Вот, берем ключик, надеюсь, видно вам так. И говорим, давай прочитай. Не туда всунул, не тот транспондер стоит. Так, это у нас вот так вот. Знаем, какой должен быть. Ругнулся. Не то стояло, что надо. Так, дайте-ка перезапущу. Ну все правильно, он не прописан под эту машину, вот она и ругнулась. Сейчас запустим. Ты запускаться думаешь, дружище? Так, запустилась. Не понял. Что за прикол? Так, сейчас сверну, минутку. Во. То у нас по первому соединению она выпала. Так, давайте вот возьмем эту машинку нашу, да. Это у нас Samand. Выберем Samand. Так, стояночка. Что-то у меня Tango выделываться начало. Я их много штук запустил подряд. Вот что значит не спеши по-русски. Модель Samand. Во. Что мы делаем? Файла у нас нету. Здесь мы в обломе. Смотрим ключик. Вот, видите, прочитался. 7935. Это, кстати, по поводу китайского Tango и 7935 чипов. Также можно вот в этом окошке посмотреть в утилитах, какой вообще чип вставлен. Вставляем другой. Вот, видите, 7941. По этим чипам я вам расскажу побольше сейчас немножко. Какие бывают чипы. Ну да, зажигаем елочку. Что-то в этом есть. Так, возвращаемся обратно сюда к нам. Вот наша камера. Так, сейчас Tango вырублю. Оно нам сейчас уже не надо пока что временно. С этим моментом разобрались. Сразу расскажу, какие бывают чипы. Бывает такое чудное... Так, бывают вот такие вот большие. Вот такие вот большие бывают. Вот такие вот чудные. Это 4C. Значит, также бывают у нас чипы вот такие вот керамические, маленькие. Видите, да? Также бывают... Так, но не стоит путать. Маленькие, даже если они выглядят одинаковые, это не значит, что они все одинаковые. У каждого чипа есть свое, в общем-то, название, свой ID. По чипам мы с вами еще сделаем отдельное видео, если вам интересно. Бывают вот такие маленькие стекляшки. Это у нас ID 48. На самом деле перебирать их все не буду, потому что у меня их, огромная коробка. И это все... Ой, блин, вот так покажу. Не попал в камеру. Это все разные чипы, много их разных. Вот, значит, какие у нас бывают чипы. Помню, давно, очень давно попался на подобного рода диагностики. Что там было? Там был, платка стояла, это был у нас Opel машинка. Внутри не нашел ни стекляшки, ни керамики чипа. Сказал, блин, вы разбирали ключ? Давно это было, до сих пор помню этот момент, забавно. Люди говорят, да нет, мы не разбирали. Я говорю, в ремонт, может, сдавали? Нет, потом батарейку меняли. Оказалось, еще бывают такие вот чудные ключики. Видите, например, платка.
Здесь у нас сама микросхема, кстати, в BMW во многих, да, в принципе, в Мерседесах. Но об этом мы отдельно с вами сделаем по ключам. Еще может стоять вот такая вот катушечка. И, в общем-то, в том ключике Апелевском такая чудная катушечка и была. То есть там, грубо говоря, стоит микросхема, которая отвечает за иммобилайзер, микросхема, которая отвечает за центральный замок, а такое может быть даже совмещено. И вот эта катушка у нас, получается, работает для передачи данных для иммобилайзера. А вот эта вот чудная вот антенка, она выполняет роль центрального замка кнопок. Так что сразу не спешите приговаривать, что потеряли чип. Посмотрите, может быть, все-таки там стоит вот такая вот чудная катушечка. Ну и, соответственно, катушки начинают... Да-да-да, это 7941, это я его и смотрел. По чипам сделаем отдельный видос. Сейчас я посмотрю, что там написали. О, подождите, камеру протру. То, мне кажется, что-то плохо видно стало. Так. По чипам сделаем видео, по чипам сделаем отдельное видео, по нему пройдемся вообще более детально, более глобально, потому что сегодня, я думаю, если мы еще про чипы начнем говорить, мы с вами до завтра не закончим, вот, потому что выползут еще какие-то интересные темы и так далее и тому подобное. Вот, значит, для этого используем, что я сказал? Ой, что-то упало. Для этого используем какой-нибудь такого рода прибор, которым мы проверяем, вообще сам чип читается или не читается. То есть есть переносные приборы, ВВДИ тот же, там, да, в принципе, их много различных приборов, которыми можно проверить чип где-то на улице. Смотреть, чтобы он только захватывал побольше различных марок, потому что, в общем-то, если сунуть в какой-то старый прибор более новый чип, понятное дело, он скажет: блин, я вас не знаю, кто вы такой. И скажет, что трансподера он не обнаружил в этом чипе и так далее. И будете искать, мучить себе голову. Также бывают темы, расскажу довольно важный очень пункт, очень важный пункт. В общем-то, сам тоже столкнулся, когда-то прописывал, это у нас был Гольф, да, это был Гольф 4, по-моему, Volkswagen. И я, в общем-то, тоже дико с ним ложанулся. Значит, брал чипы подготовленные, которые уже до этого работал с машинами, пытался в него прописать, а они не прописывались. Что я делал? Понятное дело, 2 чипа совать не стоит к замку туда, но я так и не поступал. Я брал сам чип, держал его пальцами. Так, сейчас возьму какой-нибудь чип, просто чтобы представляли, о чем я говорю. Вот, брал чип, брал ключ, держал вот так вот, держал его вот так пальцами, включал зажигание и по результату имел облом. То есть система не видела самого чипа. Тогда я попробовал снять кольцо, держал ключ в середине, ровно в кольце, включал зажигание и тоже имел облом. Хотя запрос приходил нормальный, но система чипа самого не видела. В чем дело? В чем дело? Почему так получилось? В некоторых машинах такое бывает иногда встречается. У нас получается, ну, кольцо, как я уже говорил, это у нас катушка индуктивности по факту, правильно? Сам чип должен находиться на определенном расстоянии от этого кольца. То есть в самой середине у нас происходит, сейчас нарисую вам, наверное, так, тряпочку чудную. А вот нету, ладно. Так, тогда пройдемся. С этим, надеюсь, уже всем все понятно, да? Вот. Оттряхну руки. Блин, чудесно. Прикиньте, его. Оттряхнул, рука чистая. Вот, у нас получается какая картина. То есть, представим катушку, да, в разрезе. От нее у нас чик-чик-чик, чик-чик-чик. Волны, грубо говоря, идут, правильно? Отходят. Чик-чик. Это вот она в разрезе. То есть, вот она круглая, да? Это мы вот так ее разрезали и повернули боком. Ну, вот здесь у нас куча проводов и здесь куча проводов. И, соответственно, когда мы чип подносим где-то вот в этом месте, у нас получается, ну, не буду объяснять, если специалистов нет, почему он не может прочитаться. Вот где-то вот в этом месте он может читаться лучше. Сама вот жало само, ключа, само жало, да, оно может, в общем-то, тоже как антенка на себя немножко брать и помогать
вычитать ключу. Поэтому, в общем-то, ну, я вам просто объясняю, не знаю, как объяснить это на более грамотном пути. Вот, поэтому, в общем-то, если ключом предусмотрено, даже если взять ту же тангу, видите, тут как бы пазик такой, в который мы вставляем ключ, и он ниже не станет, чем этот пазик. И также есть специальный кармашек, видите, он сверху, на расстоянии от этой катушки. То есть, если мы положим чип не сюда в середину в кармашек, а некоторые чипы будем тоже 7935 класть туда внутрь, вниз, то он, понятное дело, у нас, скорее всего, не прочитается. Хотя может и прочитаться. Все зависит, опять же, от того, насколько качественная катушка у нас. Так, то я что-то зацепил эту букву вторую, на которой сообщение читаю. Да, сейчас поправлю, извините. Так, вот. Ну, в общем-то, такая вот картина у нас также происходит. Вы не забывайте там сбоку слева что-то писать, задавайте вопросы. Так, я сейчас прочитаю, что написали также. Мини-key tool, да, кстати, тоже как вариант, хотя, если честно, я с ним не пользуюсь. Привет, мистер технологист, тоже опоздавший. Так, да, что-то я упустил. Чипы это интересно. Я понял, да, сделаем по чипам тему, но опять же не забывайте, чем больше там вот у нас снизу будет донатов, тем больше информации вы получите про это. Вот, ну а если не будет, дам тоже информацию, но не такую подробную. Так, иногда Сига с запуском лажает и тоже выкидывает сигнал обходчика, и тут ключ, а запуска нету. Ну да, бывает также конфликтуют эти системы. На вагах частенько такое, снимаешь антенну с замка и приехали, не читает ключи вообще. Да, то что ключ, в общем-то, тоже выполняет свою определенную роль в катушке. Вот такая вот картина у нас получается. Также пишите, не забывайте, задавайте комментарии сейчас, задавайте вопросы. И еще, также у нас по ключам пройдемся дальше. Бывают ключи, как я уже сказал, где чип стоит внутри. Например, вот этот ключ. Мы вынимаем, кошка эту стекляшку вынимать сейчас не буду. Заколуплено хорошо. Вот, бывают ключи, как я сказал, уже вот такого вот рода, где стоит у нас такая вот катушечка. Бывают также ключи такого вот рода. Вроде бы и ничего нету. Можно подумать, что нету иммобилайзера, а нет. Иммобилайзер есть в самом ключе, хотя не вынимается оттуда трансподер и туда вмурован. Вынуть его отсюда невозможно. Вот. Дальше, значит, какие еще бывают у нас ключи? Бывают, как я уже говорил, центральный замок. Бывают смарт-ключи. Кстати, Keyless, так называемая система. Если вам это тоже интересно, пишите, буду рад вам про это рассказать. Так, чем NATS от EVS отличается? Ну, это разные просто системы. EVS это у BMW, NATS это у Ниссанов, например. Кто у нас там еще? Голова что-то поехала немножко. Ну, просто название такое. Привет, Гага тоже. Вот. Так, что у нас еще? Про кольцо я рассказал, про опросы рассказал. Да, в принципе, наверное, как проверить иммобилайзера я рассказал. Как отключать сегодня рассказывать не будем. Там донатов нифига я не видел. Так, продолжим. Значит, что у нас? Да, в принципе, наверное, по-большему и все. Или что-то еще вам рассказать. Давайте, наверное, пишите вот тут вот в комментарии сбоку сейчас. Может быть, какой-то вопрос непонятен был, когда я рассказывал. Может быть, что-то еще. Пока расскажу, в чем может быть данный на иммобилайзер. Это может быть Motorola, это может быть, ну, процессор не только, в принципе, Motorola, это может быть EEPROM. В некоторых машинах данные могут храниться во флеше. Вот такая вот картина. Дальше, что еще рассказать вам? Ну, наверное, и все. И все, или еще что-то рассказать. Так, наверное. Давайте, ладно, расскажу еще про мерсовские ключи. Значит, что у нас происходит там? Не только в мерсах это в ключах происходит, и еще в некоторых машинках. К сожалению, ключа с собой нету. Ну, я вам
пожалуй, нарисую. Опа, удобно, блин, черт побери. Во, и стряхнулся. Прелестно. О, рука, видите, вообще чистая, как будто бы даже не пачкал. А значит, что у нас себя представляет мерседесовский ключ? Да, вы пока там пишите комменты свои, вопросы, которые у вас возникают. То есть ключ Мерседеса. Значит, в нем есть инфракрасник, назовем ИК, и есть катушка. Чик-чик-чик-чик-чик. То есть что у нас происходит? У нас ключ выполняет и роль центрального замка, и роль, значит, иммобилайзера. То есть мы вставляем ключ в замок. Это мы сейчас говорим про ключ рыбка. Да, прошу прощения, что это не сказал. А в ключе рыбка тоже у нас есть в самом замке ИК-приемник. И тоже есть катушка, соответственно. Назовем ее так. То есть мы вставляем ключ. У нас опрашивается. Да, почему в Мерседесах говорят, вот там села батарейка, он не заводится. Да нифига подобного. Там стоит аккумулятор, который, в общем-то, пока стоит в ключе, в замке, заряжается. Поэтому даже если стоит в старых стоит батарейка, это все равно будет влиять только на центральный замок. На заводку влиять оно никак не будет. Вот. Даже если батарейку достать полностью. То есть, потому что мы когда вставляем, у нас возникает, получается, индукция между этими двумя катушками, и питание системы берет уже отсюда. И, соответственно, инфракрасники обмениваются друг с другом и получают дальше удовольствие. То есть, что у них все соответствует и все красиво. Так, как сканер для угона тачек считывает? Как сканер для угона тачек считывает? Так, ну я надеюсь, если правильно понял вопрос, для угона. Значит, если брать, ну вот распространенно, допустим, по Toyota, он просто тупо прокладывает ключ, кладет. Да, в принципе, практически любой сканер для угона просто банально прописывает ключ. Вот, ну, либо выполняет роль эмулятора, потому что, в общем-то, тема была у нас похожая про эмуляторы. Если хотите, я про это расскажу более детально. Про эмуляторы и, в общем-то, про систему угона. Но вы же знаете, что для этого надо делать, да? Вот там снизу доллар нарисован. Если эту тему хотите, чтобы раскрыл более подробно, заинтересуйте меня. Так, расскажи, пожалуйста, как делать синхронизацию ВИМа. Значит, как делать синхронизацию в мобилайзере? Вообще у нас отдельная тема планировалась на ремонты мобилайзеров. Сегодня у нас только диагностика, но, пожалуй, расскажу, если вам это интересно. Так, опять стираем. Блин, как я рад этой системе. Вообще чудесно. О, рука опять чистая. Значит, смотрите, что получается. Как делать синхронизацию. У нас есть блок ECU. Вернемся к нашей старой ситуации. И блок IMMA. Ну и, понятное дело, ключ. Напишем трансподер. Да? Зачастую у нас эти два блока дружат. Ну, сам ключ, то есть. И блок иммобилайзера. А синхра теряется между ECU и блоком иммобилайзера. Что для этого надо? Все зависит, опять же, отдельно от блоков. Либо этот блок делается новым и привязывается к блоку иммобилайзера как новый блок. Это если в этом слетела синхронизация. Бывает такое, что слетает синхронизация в блоке иммобилайзера. То есть BSI, как я говорил, у французов и так далее. Тогда этот блок делается новым. А этот к нему, ну и привязывается к блоку ECU. А тогда уже потом в него кладутся ключи, когда они уже друг с другом знают, чтобы ключи знал и ECU блок. Опять же, бывает такое, что вот этот блок можно привязать к этому, а этот к этому нельзя. А слетело на самом деле в этом. Тогда делается новым оба блока, и этот блок, и этот блок. В них в конфигурации прописывается номер, все данные, которые необходимы, и потом они оба прописываются друг в друга, ну то есть делается синхронизация. Ну и потом, соответственно, кладутся ключи. Это вот если брать вопрос по синхронизации между блоками двумя. Так, если дам в BSI слетел, то все, вариант завестись нет. Есть два варианта. Либо завестись, отключив иммобилайзер, либо все-таки сделать то, что я сказал, обнулить блок BSI,
прописать в него ключи, прописать в него блок управления двигателя. Ну, либо наоборот сделать. В зависимости от того, что я только что вот вам на схеме рассказал, на макетной. Так, уже не знаю, что спросить. Сканер для угона считывает сигнал. Имеете в этот сигнал? Нет, это на самом деле называется удочка. Тот, который сканер один идет рядом с владельцем машины, передает данные на ретранслятор, а с ретранслятора уже передается в саму машину. Это вот если есть система Keyless, самая частая система по угонам. Но опять же, как я вам уже говорил, если меня заинтересуете, то я вам это все подробно расскажу. О, Равиль, спасибо, спасибо. Я чувствую, уже надо начинать что-то рассказывать, без этого никак. Так, по марке FAV, китайская модель при полной утере есть решение. Моторник Денса. Все зависит от номера Денса. Так, что могло произойти? Сан Йонг. Мужик приехал в лес, оставил авто под леп. Линия электропередач высоковольтка. Пришел через пару часов, машина не завелась. Пригнал к нам в сервис, прописали заново ключи и завелась. Ну, слетел блок БСИ. В общем-то, что еще могло с ней быть? Под линией электропередач там свои катушки, свои помехи, свои наводки. Так, для угона самый классный сканер — это эвакуатор. Полная погрузка. Ага, точно. Так, хитрый электрик. Да, опоздал, но все будет в записи, я надеюсь. Во всяком случае, стирать я не планирую, Равиль. Спасибо огромное еще раз за донат. Что-то все остальные молчат, все остальные забыли. Так, ну что, наверное, прошел час. Куда остальным пересылать донаты, надеюсь, все знают. Вон там Тиндекс кошелек на канале у нас нарисован, под каждым видео почти. А также телефон. Можете положить МТС Беларусь. Буду благодарен за все благодарности. В общем-то, на этом будем закрывать сейчас наш стрим. Что хотел еще рассказать по этой теме. Значит, как всегда, заходим, значит, вот сюда, вот. Так, рабочий стол. Сейчас открою. Вот сюда в сообщество. Здесь появится в ближайшее... кстати, вот. Куда можно донатить. Кто не успел, но очень хотел помочь и узнать много интересного нового. Значит, заходим сюда, также в эту закладку будет появиться вот такая вот голосовалка на следующий стрим, где будут указаны остальные темы. Также не забываем заходить на наш сайт, на наш телеграм-канал, на форум, тоже заходим, много полезной информации. Также на ВК на нашу и на Инстик. Ну, на Инстике, как я говорил, толкового, интересного, наверное, не особо. Там выкладываю все подряд. Вот, также не забывайте, в пятницу будет у нас отдельная группа, с которой мы разговаривали по поводу файл-сервера. Если кому-то это интересно, добро пожаловать. Думаю, многим будет интересно там, в общем-то, присоединиться к этой теме. Что еще хотел сказать? Да, хотел уже рассказать, если у вас что-то не получается. Вот телефон, Viber, WhatsApp. Заходим, пишем, спрашиваем. Все расскажу по иммобилайзерам, все помогу. Не все бесплатно, но, сами понимаете, кушать надо всем. Вот, подписываемся на наш канал, делаем репост этого видоса. Голосуем, где я уже сказал. Будет там тема появится сегодня, не знаю, успею, не успею, но завтра будет точно. Также внизу обязательно ставим лайки, не забываем про донаты, подписываемся на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Тут молния такая, как всегда. Ну, здесь не получится, не монтирую живое видео. Все, всем пока-пока.